На оживленных улицах этого маленького уютного городка, где каждый камень мостовой знал шаги местных жителей, родилась легенда. Ее героем был не знаменитый полководец или мэр, а обычный бродячий пес по кличке Бадди. У него была необычная, почти человеческая привычка, которая вызывала умиление у прохожих и недоумение у главного объекта его внимания. Каждый день, словно по расписанию, Бадди подбегал к угловому магазинчику, принадлежавшему мистеру Дженкинсу. В зубах пес всегда бережно, боясь повредить, держал хрустящий опавший лист, то кленовый, то дубовый, в зависимости от сезона. Горожане с улыбками наблюдали, как он подходил к двери, садился и выжидательно вилял хвостом, предлагая свой странный дар владельцу лавки. Мистер Дженкинс был человеком неплохим, но вечно занятым. Его мысли занимали накладные, поставки, просроченные счета и капризные клиенты. В этой суете у него не оставалось времени на сентиментальность. Видя собаку с листом, он лишь отмахивался. «Иди отсюда, приятель, не мешай покупателям». Дженкинс был озадачен настойчивостью пса, но никогда не пытался понять ее причину. Для него это была просто еще одна помеха в бесконечном рабочем дне. Глаза Дженкинса открылись лишь благодаря случайному разговору. В один из будничных дней, когда Бадди снова заглянул в магазин с подарком в зубах, у кассы стоял покупатель. Увидев пса, мужчина рассмеялся, но в его смехе слышалась грусть. «Невероятно», – пробормотал он, доставая кошелек. «Он все еще пытается». Мистер Дженкинс, пробивавший чек, замер. «Что вы сказали?» – переспросил он, чувствуя, как внутри шевельнулось странное предчувствие. Покупатель объяснил. «Люди говорят, этот пес раньше жил у кого-то, кто научил его трюкам. Он наблюдал, как люди в магазинах обменивают бумажки, деньги на еду. В его собачьем понимании листья – это те же деньги. Он ходит по району и пытается купить себе еды. Но, к сожалению, дела у всех идут неважно, и никто его не кормит. Он просто пытается выжить, подражая нам». Эти слова ударили мистера Дженкинса словно током. Он посмотрел на дверь, откуда только что прогнал Бадди. Впервые за долгие годы он почувствовал укол острой вины. Он был так поглощен своей работой, подсчетом прибыли и убытков, что не заметил живую душу, которая в отчаянии протягивала ему свою валюту в обмен на кусок хлеба. Пес не попрошайничал, он честно пытался заплатить. Как только клиент вышел, Дженкинс бросил прилавок и подошел к полкам с кормом для животных. Он выбрал самые лучшие консервы, добавил пару печений и отложил их под прилавок. «Завтра», – пообещал он себе, – «завтра я все исправлю». На следующее утро суета снова захлестнула магазин. Дженкинс улыбался, приветствовал посетителей, но в глубине души ждал. И вот сквозь шум разговоров он услышал знакомый шепот. «Смотрите, он снова здесь». Сердце лавочника ёкнуло. В дверях стоял Бадди. Пес выглядел робким, голова была опущена, но в зубах, как драгоценность, был зажат ярко-желтый лист. Один из постоянных клиентов, зная суровый нрав Дженкинса, шепнул: «Беги, парень, пока хозяин не разозлился». Но Дженкинс уже выходил из-за прилавка. На его лице сияла широкая, искренняя улыбка. «Нет, впустите его!» – громко сказал он. Толпа расступилась. Бадди замер, готовый убежать, привыкший к окрикам. Но человек опустился перед ним на корточки, протягивая руку не для удара, а с миской, полной еды. «Держи, приятель». «Ты, должно быть, проголодался». Голос Дженкинса дрогнул от нежности. «Твои деньги приняты». Сначала Бадди недоверчиво принюхался. Поняв, что опасности нет, он начал есть. Его хвост сначала робко, а затем все увереннее отбивал ритм благодарности.
Покупатели, забыв о своих делах, с теплотой наблюдали за этой сценой. Когда миска опустела, Бадди подошел к Дженкинсу и позволил почесать себя за ухом. Это был момент заключения негласного союза. С того дня жизнь в магазинчике изменилась. Визиты Бадди стали ритуалом. Каждое утро, ровно в час открытия, он приносил лист, а Дженкинс продавал ему завтрак. Пес преобразился. Шерсть Пегитка заблестела, бока округлились, а в глазах появился живой блеск. Горожане тоже подключились. Кто-то приносил лакомство, кто-то просто заходил погладить местную знаменитость. Мистер Дженкинс чувствовал гордость. Он не просто кормил собаку, он стал частью чего-то доброго и настоящего. Но однажды вечером случилось нечто странное. Дженкинс уже закрывал магазин. Улицы пустели, фонари только начинали разгораться. Выйдя на крыльцо, чтобы запереть дверь, он чуть не споткнулся о Бадди. Это было необычно. Пес никогда не приходил по вечерам. «Привет, приятель! Ты чего здесь так поздно?» Снова проголодался, спросил Дженкинс. Но Бадди вел себя иначе. Он не вилял хвостом и не просил еды. Он смотрел на Дженкинса пронзительным взглядом, затем отбежал на пару метров, остановился и оглянулся. Всем своим видом он говорил: «Иди за мной». Любопытство и тревога овладели мистером Дженкинсом. Пес явно звал его куда-то. «Ладно, веди», — кивнул лавочник, проверяя, хорошо ли заперта дверь. Бадди тут же сорвался с места, но бежал не быстро, постоянно проверяя, не отстал ли его спутник. Они прошли через жилые кварталы, миновали тихий парк и вышли к окраине города, где начинался густой лес. Солнце село, и деревья стояли темной стеной. Мистер Дженкинс заколебался. Идти в лес ночью, следуя за бродячим псом, это казалось безумием. Но Бадди тихо заскулил, подбежал к нему, лизнул руку и снова рванул к деревьям. В этом жесте было столько мольбы, что Дженкинс сдался. Включив фонарик на телефоне, он шагнул в темноту. Лес встретил их прохладой и тишиной, нарушаемой лишь хрустом веток под ногами. Тропинка сужалась, ветви сплетались над головой, скрывая луну. Дженкинс шел, спотыкаясь о корни, а Бадди уверенно вел его вглубь чащи. Казалось, пес знает этот путь наизусть. Чем дальше они уходили, тем тревожнее становилось на душе у Дженкинса. Куда они идут? И что могло заставить собаку искать помощи у человека посреди ночи? Вдруг Бадди остановился и залился громким лаем. Дженкинс ускорил шаг, продираясь сквозь кустарник. Луч фонарика выхватил из темноты очертания старого полуразрушенного сарая. Он стоял на небольшой поляне, заросшей плющом с покосившейся крышей и выбитыми окнами. Зрелище было зловещим. Бадди уже был у двери, скребся лапами и скулил. Дженкинс подошел, тяжело дыша. «Что там, парень?» – прошептал он. Дверь висела на одной петле. С противным скрипом она поддалась, и Дженкинс шагнул внутрь. Воздух здесь был спертым, пахло сыростью и старым деревом. Луч света заметался по углам, освещая груды мусора, ржавые инструменты и старую мебель. Бадди побежал в дальний угол сарая, где лежала куча старого пыльного брезента. Пес начал неистово копать лапами ткань, оглядываясь на Дженкинса. Мистер Дженкинс подошел ближе. Присев на корточки, он осторожно взялся за край грязного брезента и откинул его. У него перехватило дыхание. Под брезентом, прижавшись друг к другу в поисках тепла, лежал выводок крошечных щенков. Их было 5,
или 6. Они были настолько малы, что у некоторых еще не открылись глаза. Они тихо попискивали, дрожа от холода. Рядом не было матери. Вероятно, с ней что-то случилось, или их просто жестоко выбросили здесь умирать. Бадди, этот благородный бродяга, нашел их и, поняв, что сам не справится, привел единственного человека, которому доверял. Шок сменился решимостью. Медлить было нельзя. «Ты молодец, Бадди, ты настоящий герой», – прошептал Дженкинс, гладя пса дрожащей рукой. Он достал телефон. Связь ловила плохо, но ему удалось дозвониться до полиции и службы спасения животных. Объяснив ситуацию и свои координаты, он понял, что ждать придется долго. Щенкам нужно было тепло и еда прямо сейчас. «Жди здесь, охраняй их», – скомандовал он Бадди. Дженкинс выбежал из сарая и, несмотря на возраст и усталость, побежал обратно в город так быстро, как только мог. Адреналин придавал сил. Добравшись до магазина, он, не теряя ни секунды, схватил большую спортивную сумку. В нее полетели мягкие полотенца, бутылки с водой, банки с кормом для щенков, миски и теплое одеяло. Путь назад к сараю показался вечностью, но Дженкинс не останавливался. Когда он, запыхавшийся, ввалился в сарай, Бадди сидел на том же месте, охраняя малышей. Дженкинс расстелил одеяло, аккуратно переложил на него дрожащие комочки. Он смочил край полотенца водой, давая щенкам попить, а тем, кто был постарше, предложил немного мягкого корма. Бадди наблюдал за этим с гордостью, иногда подталкивая носом самых слабых к теплу. Вскоре лес озарился светом мощных фонарей. Прибыла помощь. Полицейские и сотрудники службы контроля за животными были поражены увиденным. Они бережно погрузили щенков в специальные контейнеры. Один из офицеров пожал руку Дженкинсу. «Если бы не вы и ваш пес, они бы не пережили эту ночь». История о спасении быстро разлетелась по городку. Бадди стал настоящим героем, а мистер Дженкинс – местной знаменитостью, хотя и отмахивался от похвал, указывая на пса. Судьба щенков сложилась счастливо. Благодаря огласке для каждого из них быстро нашли любящий дом. Люди выстраивались в очередь, как реки, чтобы забрать крестников легендарного Бадди. Но одного щенка мистер Дженкинс никому не отдал. Он выбрал самого маленького с белым пятнышком на ухе и забрал его к себе. Теперь вечерами в его доме было шумно и весело. А что же Бадди? Он остался верен своей свободолюбивой натуре, но теперь у него был официальный дом – магазин мистера Дженкинса. Для него в подсобке поставили мягкую лежанку, и он мог приходить и уходить, когда вздумается. Горожане больше не прогоняли его. Наоборот, каждый считал за честь угостить героя. Но каждое утро, верный старой привычке, Бадди находил самый красивый, самый хрустящий лист и нес его мистеру Дженкинсу. И каждое утро мистер Дженкинс принимал эту плату с серьезным видом, обменивая ее на завтрак и порцию ласки. Потому что теперь он знал, в этом маленьком городке нет ничего дороже, чем доброе сердце, даже если оно бьется в груди бродячего пса.